Остров получил свое название по фамилии старшего офицера корвета Америки капитан-лейтенанта Николая Яковлевича Шкота. Его площадь невелика, всего 2,6 квадратных километра, а максимальная высота острова над уровнем моря 146 метров. Соединяет остров Шкота с островом Русский небольшая галечная коса. Остров покрыт густым лесом, высокими скалами и пологими склонами. На юго-западной части острова есть старый полуразрушенный маяк. Но основным интересом острова являются его заброшенные военные объекты. Ведь когда-то остров Шкота являлся важным стратегическим объектом, прикрывающим подходы к Владивостоку. Первым, что нас встречает на острове, это бетонные чаны для засолки рыбы, оставшиеся после когда-то работающих здесь рыбоколхозах и добывающего флота. По некоторым данным, солили здесь небольшую рыбку иваси, когда-то заполонившую заливы и бухты края. Далее на побережье остатки заваленного противодесантного орудийного полукапонира, рассчитанного на 2 пушки 76 мм. И неподалеку рядом располагается снарядный погреб. Поднимаясь по дороге на вершину острова, мы попадаем на руины от заброшенного городка артиллеристов 904-й береговой батареи. Здесь осталось около 5 зданий казарм, так давно оставленных, что внутри успели прорасти деревья. Далее 2 дороги от городка уходят в сторону батареи. На вершине острова Шкота расположена береговая батарея номер 904, наиболее интересный объект острова. Слышишь? Весной 1932 года батарея была установлена на временные деревянные основания, но уже осенью приступили к перестройке в долговременную, и уже через год строительство было завершено. Батарея была рассчитана на 4 152 мм пушки Канне. Это командный пункт батареи, являлся двухэтажным железобетонным заглубленным в землю строением. В нижнем этаже располагался силовой агрегат для снабжения электроэнергией, на верхних этажах были служебные помещения. Да, это постаменты под генераторы. Видишь, подача выхлопная, подача какая-то. Еще подача. Тоже противооткольный, видишь, везде идет потолок. Сейчас, скорее всего, генераторы какие-то стояли. А видишь, трубы идут в соседнюю. Ну туда вот вниз уходит, Ага. еще часть уходит на подачу, еще что-то. Тоже вон вентиляшка. Ага, туалет. Провода, провода под коммуникацию, все наверх идет. Ага, Снизу ага. помещение. И пошло на верхнее помещение. Вот сюда сейчас заходит. А, ну это сам этот колпак, да? Да, это тоже колпак. Ну здесь оборудование, скорее всего, чисто. Поверх верхнего этажа командного поста построена круглая бетонная рубка со смотровыми щелями. Предположительно, на самом нижнем этаже подсиловой станции располагается резервуар для топлива. Спуск вниз. Ну я тут.
Чувак, там еще ниже есть. Но... Да, и тут можно в кружок упасть. Все такое тлен чисто, трубы. Еще один туалет. Вот это была генераторная, походу. Ловушки всякие. Какой-то Личный состав батареи и погреба размещались в двух железнобетонных блоках, заглубленных в землю. Орудийные дворики закрыты с трех сторон железнобетонным бруствером и располагались под погребами. Петли-то, смотри, на броню были какие мощные. Закрывалось, чтобы туда никто не прорвался. В подземных помещениях располагались казематы подачи боеприпасов, снарядные погреба, зарядные погреба, котельная и помещения личного состава. Немаловажный факт. На то время все помещения орудийных блоков имели противохимическую защиту. Вырезали металл. Вентиляшки еще сохранили. Ну да, двери. Вырезали, петли остались. снежевик. Надо под ноги смотреть. Да, что сучки. Найти. Это тоже какая-то комната, видимо, была. Видишь, куда-то уходит все, газ. Что-то разобрали. Ага, вот еще вентиляшка. О, нормально, сейчас мы туда сходим. А, ну вот она соединяет две пушки. Да. Ну, две пушки. Под низ что-то уходит, под низом тоже. Еще, да, там помещение. Что, давай налево? То здесь как был склад, получается, боезапаса. Тоже вот здесь, смотри, вентиляшки еще более-менее сохраненные. Видишь, сюда надо, видимо, Доходит. залазил, да, и вынести отсюда как бы проблематично. А смысл уже эту гнилуху выносить? Уже нету, а когда нашли, наверное, уже
Здесь тоже, видишь, стоит постамент. Что-то было. Что-то было, видишь, заглушки. Тоже вентиляционный какие-то. Вентиляционный какой-нибудь. Такой. Ну здесь, скорее всего, что-то было, типа генератор какой-то. Сопротивление фильтров. Миллиметр водяного столба. Давление воздушное. Подушки МММ РПД столба, да. Короче, тут что-то, видимо, видишь, трубка медная. Не сперли еще внутри. Переходничок какой-то был. А, вот, видишь, эта штучка висела. Ну, да. Прибитая. И там было прибитое, то есть давление. Вот, Да. медная труба. Да. Тоже, видишь, везде противооткольно. И ее тоже не ободрали. Но я думаю, не ободрали, то что расположение далеко. И тут так бы, думаю, выдрали бы все. Брус чисто. Шпалы. Подавали, да? А, ну вот она подавали. Ну мы с той стороны, да, найдем вот эту цельную? Ну, да. Посмотрим. Только этот, да, вот этот. Ну вот здесь тоже как склад был. Слушай, ну разветвление, да? Склад, да. Видишь, это здесь отопление, или что это было, видишь, крючки? Ну, чтобы этот снаряд, скорее всего, это вся вентиляция, чтобы снаряды не заливать. Может быть. Вся эта штука. Видишь, подписано все. Двойка, 12, а это 11, 12. Вот видишь? Да, вот, скорее всего, это отопление. Она труба вот туда заходит и пошла. Это еще один карман. Тут засыпано что-то. Короче, что здесь грунт сюда насыпали. И он засыпал. Вот здесь вот. Вторая. Да, ну видишь, засыпано. С той стороны, значит, она засыпана, и грунт пошел сюда, видишь? А, ну это другая, значит, там это Да, видишь, это правая была. Освещение, видишь, здесь было. Че, пойдем вправо? Вон еще желез, видишь, коробка деревянная и это, и петля. И такую петлю уже нигде не найдешь. Да, вон тоже петля. Вентиляшка. Тоже коробки. А, ну вот этот выход, который мы с той стороны видели. Сохранившийся. Подальше. Типовой, видишь, такой же выход. С этой стороны типовой тоже эти по две крючки. А видишь, вон где-то здесь арматура, видишь про это? Ну да, оно, видишь, заливное. Да. Заливались вот с нескольких. Все под арматурой, проржавело, кажется. Где доски, видишь, заливались. Это тоже противоотколка. Смотри, петли. Вот здесь броняха стояла. Кто-то срезал, да. Да, петли, видишь, вообще. Ну, двери посрезали, да. Единственное, что смогли упереть, это двери. Остальное не стали заморачиваться. Типа противоотколку, прикинь, ее срезать, тут устанешь. Поэтому оставили. Хотя на фортах ее посперли. Он, смотри, за это кальций выделялся. Прикол. Здесь, да, осталось только. Да, Вот ты не видишь, что-то повырывали? Здесь вот или отопление, или что это, вот трубы выходили? что-то было, да. Или вентиляция. Повырывали. Непонятно. Или она позгнила, либо повырывали. Вот смотри, видишь, вот это вот под электричество, вот эта тема. Да. Пучок был. И вот видишь, сюда вот он выходит. Вот Здесь такой что-то, пучок. скорее всего,
Ну, может, автоматически Нет, ну подавал. скорее всего, да, там автоматика стояла. Даже вентиляшка сохранилась. Ну как сохранилась? Толстенькая, да. Сейчас так уже не делают. Не, пускай будет, сломается еще. Да, не, это петли. Там еще плитка сохранилась. Ну, сохранились лестницы с леерами даже. И выход. Ну, каменные подстраки. Зенитная батарея, судя по карте. И вход. Так. Ну, нормально, тоже противоосколка. Как казарму, знаешь? Ну, что-то смотрю, ни под отопление, ни под вентиляцию. Ну, вот есть какие-то выходы? А, вот под снарядом. Вот здесь, да, ну. Больше похоже, что Ничего нету здесь. Ну, мы сейчас дальше пройдем. По идее, мы уже прошли ее полностью. По карте. Видим. На южных скалах острова находятся руины одного из целеуказательного поста Ворошиловской батареи, по команде которого в случае нападения врага батарея вела огонь по противнику. Главное, чтобы лестница не отвалилась, то пойдешь за веревкой. Я сейчас так гляну. Тут писали, да, кто здесь был, типа, можно написать, что мы тут были. В смысле, за 23 год если Уже писали? почти кончилось. Да? Фига здесь народу было. Нам только оставляют. Так, какое сегодня у нас? Сегодня? 5, это сегодняшняя дата. А, сегодня уже? Да, Да. точно, сегодня кто-то писал. 5.03.2023 год. Пойди и проверь. YouTube. Все, закрывай тетрадь. Не буду закрывать, пусть. Тогда закрывай калитку. Запечатываем наше послание. Ну все.
Остров Шкота – одно из популярных мест отдыха. Привлекает своей дикой природой и завораживающими морскими видами. А любителей заброшенных старых военных объектов будет интересно исследовать их. И если вы будете проездом рядом, то остров Шкота обязателен для посещения. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.